Керн, Франция. 19 июля 1991 года, 3 часа ночи. На экране тепловизора «Спектра X12» зернистое изображение серебристых полей ячменя колышется под безразличным инфракрасным взглядом камеры. Внутри передвижного командного пункта, переоборудованного из фургона для перевозки скота, тихо гудят генераторы, пахнет пылью, металлом и озоном. Это кульминация операции «Белый ворон», совместной, но неофициальной миссии французского министерства обороны и частной исследовательской группы «Обсерватек». Руководитель проекта, инженер-электронщик Лоран Арден, задумчиво следит за мониторами, отмечая мелкие колебания графиков, будто стараясь услышать смысл в их безмолвии. Цель проста на бумаге — зафиксировать в реальном времени создание одного из загадочных узоров, что каждое лето появляются в окрестностях древних кельтских курганов. В наушниках оператора потрескивает эфир. Пост «Альфа», наблюдатель на холме, докладывает ровным голосом. Поле чисто. На тепловом канале только животные. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Арден собирается дать команду свернуть ночную смену, когда техник Бастин Рёдель вдруг вскакивает из-за прибора, словно его ударило током. Есть всплеск. Магнитометр зашкалил. На осциллографе резкий скачок в диапазоне от 0,3 до 5 ГГц. Импульс широкополосный, амплитуда растет. Второй техник, немец Йохан Крамер, проверяет температурные сенсоры и бледнеет. Микроволны без теплового следа. Это физически невозможно. Через секунду центральный экран заливает рябь, а на поле, в видимом спектре, начинается едва различимое движение. Колосья будто сами по себе плавно пригибаются, выстраиваясь в концентрические дуги. Ни света, ни тени, только колебание воздуха, похожее на дыхание чего-то невидимого. Через 94 секунды все стихает. Камеры фиксируют идеально симметричную фигуру диаметром около 80 метров, сложную спираль с радиальными перемычками. Приборы возвращаются к норме, но растения уже другие. Стебли вытянуты, как после внутреннего напряжения. Крамер, глядя на спектрограмму, произносит глухо. Модуляция двоичная. Повтор каждые 128 бит. Это код. Вскоре после этого вся аппаратура и пленки изымаются военными. Через 48 часов Арден получает официальное письмо. Операция признана бесперспективной. Оборудование возвращено государству. Несколько недель спустя его вызывают на встречу с представителями Департамента стратегических технологий, где ему намекают на возможность переориентации исследований в обмен на компенсацию и молчание. Он отказывается. В течение месяца ему звонят неизвестные. Почта вскрыта. За домом замечены наблюдатели. Осенью 1991 года он покидает страну и больше не появляется публично. Записи «Белого ворона» так и не опубликованы. Официальная версия — эксперимент провалился. Неофициально в ту ночь зафиксировали явление, которое нельзя было вписать в рамки физики. В течение следующего года в департаментах Луара и Кот-д'Ор появились 6 формаций с аналогичными характеристиками. Во всех случаях фиксировались электромагнитные всплески за несколько часов до их обнаружения. Журналисты высмеивали фермеров, но в 1992 году, когда под городом Лаваль возникла формация, точно воспроизводящая множество Мандельброта, смех стих. Фрактал, созданный на поле, имел точность, превышающую 1% погрешности. Невозможно достичь этого вручную. Фигура содержала пропорции золотого сечения и числа π. Линии были идеально параллельны, диаметр — 83 метра. Для проверки телеканал «Франс-3» организовал эксперимент.
Команда геодезистов с системой глобального позиционирования и лазерными нивелирами попыталась воспроизвести рисунок. После 12 часов работы результат оказался неточным — отклонение до 30 сантиметров. Ночью, когда они свернули оборудование, рядом, на другом поле, появилась новая безупречная спираль. Это уже не выглядело шуткой. В том же году американский биофизик Роберт Лэнгфорд, сотрудник Университета Орегона, получил от Ардена пробы ячменя из оригинальной формации. Микроскопический анализ показал, узлы стеблей вытянуты, клетки деформированы изнутри, а в некоторых местах присутствуют микрополости, будто вызванные мгновенным расширением влаги. При этом следов ожога нет. В почве обнаружены железные микросферы диаметром до 50 микрон, часть из них намагничена. Контрольные образцы, взятые в 10 метрах от круга, подобных частиц не содержали. В 1993 году независимая лаборатория во Франкфурте повторила анализ и подтвердила выводы. Но публика результатов была сорвана. Журнал, готовивший статью, внезапно сменил владельца, а рукопись исчезла из архива. Тем временем феномен расширял географию. В Британии, на побережье Катантена, у древнего дольмена Менек-Брен, в июне 1994 года появилась формация в виде двойной спирали, совпадающей по координатам с пересечением так называемых линий Сен-Мишеля, геодезических осей, связывающих старинные святилища. Когда исследователи наложили карту появления узоров на карту этих линий, выяснилось, около 80% сложнейших формаций находятся именно на таких пересечениях. Скептики объясняли это случайностью, но совпадения повторялись из года в год. В 2000 году феномен вышел за пределы Европы. Аналогичные узоры появились в Аргентине, на плато Пуна-де-Атакама и в Южной Корее. Во всех случаях фиксировались кратковременные электромагнитные импульсы, отсутствие радиосигнала и нарушение компасов. Французская газета «Либерасьон» написала, что это «искусство ветра», но уже осенью в архивах появилось имя, способное изменить восприятие всей истории. Ричард Доннелл, бывший агент американских военно-воздушных сил из отдела специальных расследований, дал интервью немецкому изданию, где признался. Его задача на протяжении 20 лет заключалась в распространении правдоподобных, но ложных историй об НЛО и необъяснимых феноменах, чтобы скрывать испытания секретных технологий. По его словам, именно в районах, где фиксировались аномальные круги, испытывались плазменные генераторы направленного микроволнового поля. Доннелл утверждал, что некоторые художники-энтузиасты получали задания для проверки общественной реакции. Среди них был британец Ричард Дойл, впоследствии автор фильма «Люди отражения». В картине он показал, как государственные структуры сознательно внедрялись в сообщество исследователей, чтобы управлять информационным фоном. Дойл признавал, что многие их художественные проекты координировались анонимными кураторами, которые предоставляли схемы и координаты. Когда он пытался выяснить источник, контакты обрывались. Его коллеги говорили о том же. Так возникла пугающая логика. Чтобы скрыть реальное явление, создается лавина подделок. Тысячи ложных фигур, сотни видео, тысячи публикаций — все, чтобы правда растворилась в шуме. Сегодня, спустя более 30 лет, картина выглядит противоречиво. Около 99% известных кругов действительно имеют человеческое происхождение, но оставшийся процент продолжает ставить физиков в тупик. Измерение магнитных аномалий, микроскопические анализы, спутниковые наблюдения — все указывает на наличие кратковременного электромагнитного поля высокой плотности энергии. Источник неизвестен. Существуют предположения о природном плазменном эффекте.
Но ни одна лаборатория не смогла воспроизвести подобное в контролируемых условиях. С каждым годом оригинальные данные все труднее найти. Архивы исчезают, свидетели отказываются говорить, исследователи погибают при странных обстоятельствах. То, что начиналось как сельский курьез, превратилось в тихую войну за интерпретацию реальности. Может быть, узоры на полях — это не послание извне, а побочный продукт технологий, о которых мы не должны знать. А может, напротив, это диалог, начатый кем-то, кто давно понял, что единственный универсальный язык — математика. И самый тревожный вопрос не в том, кто создает эти фигуры, а в том, почему те, кто обязан искать ответы, десятилетиями делают все, чтобы никто их не нашел. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.